Посмотри на свои руки. Скорее всего, прямо сейчас ты держишь в них предмет, который знает о тебе больше, чем твоя мать. Он знает, когда ты просыпаешься, что ты ешь и какую тревогу ты пытаешься заглушить бесконечным скроллингом ленты. Привет, ты на канале Хроники Мира. А теперь представь, что этот свет погас на месяц. Ты думаешь, это будет легко? Ты думаешь, это просто отпуск от соцсетей? Нет, это будет самая жестокая битва с самим собой. Через 48 часов твой мозг начнет умолять о дозе пиксельного мусора. Через неделю ты начнешь слышать звуки уведомлений там, где их нет. А через 20 дней ты впервые за много лет увидишь мир таким, какой он есть на самом деле. Мы начинаем эксперимент, на который решатся лишь 2% людей. 30 дней без телефона. Это хроника твоего освобождения или твоего безумия. У наркологов есть термин «синдром отмены». Твой смартфон – это портативный дофаминовый насос. Первые 3 дня ты будешь чувствовать себя так, будто у тебя отняли часть тела. Ты когда-нибудь замечал, что достаешь телефон просто чтобы проверить время и пропадаешь там на 40 минут? Теперь этот рефлекс будет бить по тебе, как электрический разряд. Ученые называют это фантомным карманом. Ты будешь слышать звук входящего сообщения в шуме дождя или скрипе двери. Твоя префронтальная кора, отвечающая за контроль, сейчас в панике. Она требует привычного шума. Без него в твоей голове воцаряется тишина, и именно этой тишины ты боишься больше всего. Потому что в ней начинают звучать вопросы, на которые ты годами не хотел отвечать. На 5-й день наступает стадия, которую психологи называют плато бессмысленности. Азарт эксперимента исчез. Ты больше не чувствуешь себя героем, бросившим вызов системе. Ты чувствуешь себя изолированным. В этот день ты столкнешься с абсолютной тишиной. Ты поймешь, что твои руки постоянно ищут предмет, чтобы занять паузу. В лифте, в очереди, в туалете. Ты разучился просто стоять и смотреть перед собой. Твой мозг в панике генерирует навязчивые мысли, лишь бы не оставаться в вакууме. Именно в этот день происходит больше всего срывов. Ты начинаешь убеждать себя. Всего один разок проверю почту, вдруг там что-то важное. Но помни, это не ты говоришь. Это говорит твоя зависимость. Если перешагнешь через этот день, ты пройдешь точку невозврата. На 10-й день мозг понимает, помощи не будет. Инъекций контента больше нет. И тогда включается режим регенерации. Твой TikTok-мозг, приученный к 15-секундным вспышкам внимания, начинает восстанавливаться. Это больно. Ты пытаешься прочитать страницу книги и понимаешь, что перечитываешь один и тот же абзац 5 раз. Твое внимание сломано. Но к середине 2-й недели туман рассеивается. Ты вдруг замечаешь, что мир объемный. Ты начинаешь видеть людей. По-настоящему. Ты замечаешь морщинки вокруг глаз собеседника, ты слышишь дрожь в его голосе. Ты выходишь из цифрового аутизма. Твой мелатонин наконец-то в норме. Ты спишь так глубоко, что сны кажутся реальностью. Это стадия, на которой многие ломаются и возвращаются к телефону, испугавшись того, насколько реальной стала жизнь. На 21-й день ты сталкиваешься с самым тяжелым испытанием – социальным одиночеством. Ты понимаешь, что 90% твоего общения было иллюзией. Групповые чаты, лайки от знакомых, с которыми ты не виделся 5 лет – все это исчезло. Ты идешь по улице и видишь общество цифровых зомби. Мать на детской площадке смотрит в экран, пока ребенок зовет ее. Пары в ресторане едят в полной тишине, поглощая синий свет вместо еды. Ты чувствуешь себя Робинзоном Крузо в центре мегаполиса. Но именно здесь рождается твоя новая сила – автономность. Тебе больше не нужно чужое одобрение в виде сердечек под фото. Ты начинаешь делать вещи ради самих вещей, а не ради того, как они будут выглядеть в сторис. Твое «я» возвращается из цифрового плена. 30 дней тишины закончились. Ты включаешь его, экран взрывается уведомлениями. Кто-то женился, кто-то поругался, кто-то выложил фото завтрака. И в этот момент ты чувствуешь тошноту. Ты понимаешь, что за этот месяц мир не рухнул без твоего участия. Все эти важные новости просто шум. Ты стал другим. Ты больше не раб алгоритма. Ты понял, что телефон – это инструмент как молоток, а не часть твоей души. Ты научился управлять своим вниманием, а значит, ты научился управлять своей жизнью.
Этот эксперимент не про ненависть к технологиям, это про гигиену разума. Мы все находимся в самой масштабной психологической зависимости в истории человечества, и единственный способ победить – это нажать кнопку «Off». Готов ли ты хотя бы на один день? Подпишись, если хочешь все так же продолжать следить за этой виртуальной реальностью. Увидимся в следующем выпуске. Или не увидимся, если у тебя хватит смелости нажать кнопку «Off».